Все, беги гуляй. Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Календарь Рыболова. Карлос побежал поздороваться с местными жителями, а я немного отдохну. Я уже потерял надежду, что в этом году сумею перебрать, восстановить землянку. Я хотел ее полностью разобрать по бревнышку, отдефектовать, убрать гнилые трухлявые, заменить их и хорошенько подогнать все. Потому как, когда я ее изначально строил, я, во-первых, не имел никакого опыта в этом, а во-вторых, время уже сильно поджимало. Наступали холода. Поэтому у меня появилась мысль хотя бы подготовить ее к зиме, чтобы была возможность прийти зимой и переночевать, послушать треск дров в печке, встать рано утречком, пойти поймать рыбки, сварить ухи. И если я не возьму себя в руки и не отремонтирую землянку, то такого удовольствия лишусь. Только что олень перешел дорогу, буквально метрах 30 впереди. Ой-ой-ой, что я тебе дам? Иди на! Что ты, схлопотал? Целый? Ну сюда иди. Не попал он по тебе? А ты думал? Так, Карлос, я за тобой бегать не буду, а догонять тебя, оленей. Пошли! Карлос, пойдем, опять получишь сейчас. Копытом по хребту. Пойдем, говорю, Карлос. Да. Один только что прямо через дорогу убежал, а второй Карлосу чуть тумаков не надавал. Не знаю, видно было, но я вроде как снимал, он прямо хотел его копытами по мелкому дать. Повезло ему, чудом не попал. Вовремя я прикрикнул. Хорошо, хоть меня испугался, а то мог бы разок-другой и мне копытом прописать. Фух. Ну что, по идее, кадры должны получиться интересные. Надеюсь, у меня сработал инстинкт видеооператора, и я при виде приближающегося зверя не отвернул камеру куда-то вверх, пытаясь отпрыгнуть от него, а держал хотя бы в его направлении. Посмотрим дома, что получилось. Ну все, мы на месте. До тополя. До сих пор вспоминаю. Не могу успокоиться. Карлос несется с такими шарами, задними лапами на свои уши наступает. А эта лошадь ему пытается копытом по темечку. По темечку. Ой. Карлсончик, будешь еще за оленями бегать? Ой. А? Иди. Ничего, нет у тебя отпечатка подковы нигде на жопе. А? Фух. Давай, отдыхай. Жарко сегодня. В прошлый раз прохладно было, в воду не хотелось лезть. Сейчас бы с удовольствием залез, так смотрю, она вся зеленая. Как-то, я думал, уже все отцвело. Уже осень. Тут опять зелень. Сейчас покажу. Рюкзак сниму только. Зелени пригнала. Ветерок, наверное, сюда был, в эту сторону. Ой, и со всего водоема вот это. Что тут с огурцами? Этот, как и был маленький, этот тоже. А вот этот подрос, уже похоже скоро цвести будет. Надо уже
банки готовить для консервации. А грибочки продолжают расти. Удивительно, вот только здесь, на этой полянке. Сколько прошел, не попался ни один, даже мухомора нет. А здесь всегда растут, даже когда засуха. Сегодня, собственно, я пришел, чтобы принести какую-то часть инструментов, определиться, с чего начинать. Взял палатку даже. Взял лопату без черенка, черенок где-то здесь найду. Ну а палатку я взял вот для чего. Основная проблема с землянкой — это то, что она начинает крениться и заваливаться со стороны склона. Вот здесь видно, насколько просела земля. Соответственно, всю эту стенку надавило в ту сторону от склона. Так, пойдем. Видно уже невооруженным глазом, как завален дверной проем. Дверь уже была и подрубана, и подпилена. И каждый раз приходишь, а она все время зажимает. То есть понемногу продолжает конструкция заваливаться. А происходит это, скорее всего, потому что вот этот угол, вот это стоевое бревно у дверного проема практически совсем не укреплено землей, не засыпано, потому что проем не позволяет конструктивно засыпать здесь. И со всех сторон идет давление именно в эту точку, и поэтому происходит вот такая вот нехорошая ситуация. Я хочу обкопать полностью по периметру всю землянку, чтобы можно было ее рычагом или тросом, может быть, домкратом каким-то, я еще точно не понимаю, как это будет выглядеть, может, вы подскажете, попытаться ее наклонить, выровнять обратно. Потом поставить распорки укосины такие, чтобы она снова не уходила. И опять засыпать землей. Поэтому и взял палатку, потому что начну раскапывать. Неизвестно, как поведет себя конструкция, и может, в принципе, сложиться как карточный домик. А бревна там дубовые, тяжеленные, да еще и земля на крыше. Палатку ставлю среди грибов. 5 штук насчитал прямо. Вот под деревом один. Вот здесь маленький только вылазит. Вот еще. И где-то здесь еще были молоденькие. Надеюсь, не под палаткой. Ну вот еще есть, но это не те. Палатку поставил, только смотрю, она какая-то маленькая, усохлась, что ли. Не понимаю, как я в ней раньше помещался. Карлос, пойдем приготовим покушать что-нибудь. Пойдем, да? Уже пора то ли обедать, то ли ужинать. Да, пойдем. Пошли. Погнали, погнали. Пошли на кухню.
Что? Что? Ну жди, сейчас будем готовить. Ты сразу кушать собрался? Нет, если я тебя сразу покормлю, то пока я себе приготовлю, ты снова проголодаешься и будешь меня гипнотизировать. Да, так что ожидай, ожидай, говорю. Я не комментирую приготовление, потому что еще не знаю, что это будет. В холодильнике взял все, что под руки попалось, и в путь. В общем, беру все подряд, кромсаю в произвольный размер. Сало, лук, морковь, перчик, томаты, чеснок. И потом еще у меня будет фасолька, если влезет, консервированная фасоль. Ну а если еще влезет, то можно туда разбить пару яиц. Помидорчиков у меня много, поэтому не жалею. Ну что, пока на вид и на запах очень даже ничего. Карлос, это не твоя банка. Ты такое не любишь. Будешь? Ты ж дома не ел никогда фасоль. Сейчас открою, ладно, не буду тебя мучить. Открою тебе твою баночку. Да, твоя тарелка. Будешь такое? Будет. Так, не газуй. Карлос. Наелся? Карл, наелся или нет? Сколько тебе таких баночек надо? Мне сказали, что нельзя тебя много кормить. Вот ты не остановишься и можешь лопнуть. Понял? Пахнет здорово. Но мне кажется, уже готово это блюдо с неизвестным мне названием. Пойду есть.
Специи забыл добавить, яйца не поместились. В общем, яичница не удалась. Но зато то, что получилось, получилось вполне достойно. Влупил полную сковородку. Еле доел, конечно. Не хотелось оставлять на ночь, не люблю. Потом будет мошки, жучки, кого там только не будет. Мясо добавится. Уже потихоньку начинает темнеть. Сейчас буду заносить вещи в палатку. Все, я поместился в палатке. Правда, по диагонали. Комары гудят. Такое ощущение, сейчас подымут вместе с палаткой. Сегодня так потеплело. Прямо тепло-тепло. Можно и не укрываться, наверное. В общем, спокойной ночи. Увидимся утром. Доброе утро. Отлично поспал, хорошо выспался. Правда, здесь долго не поспишь в палатке. Тут солнце как будильник. Встает и начинает в глаз светить. Можно, конечно, отвернуться. В общем, без 10:06. Не сильно рано, не сильно поздно. Буду вставать. Грибочки растут. Птичек сколько. Я думал, ты в палатку спрятался. Сейчас насыплю тебе. Так, вот что ты мне сюда наносил? Втекай. Запалил там эту спиральку. Погоняю комаров и всяких других насекомых. Сейчас Карлосу насыплю пожевать. А где? А где твои эти косточки? Блин, придется идти в душегубку. Наверное, там я где-то их положил. Запах уже. Фу. Так, не пойму, и там я не нашел. Есть подозрение, что Карлос их потихонечку где-то стащил и съел. Ладно, еще раз посмотрю. Здесь нету. Все повытаскивал. Все, что может провоняться. Все. Карлос, так ты уже позавтракал? Ты как до них добрался? Фу. Не любит Карлос купаться, но зато любит принимать солнечные ванны.
Пойдем купаться. Пойдем купаться. Идем, Карлос. Идем поплавай. Ага. Понял. Не любишь ты купаться. Это спиралька от комаров. Запах слышен прямо от речки. Ух ты, там дым валит прямо. Надеюсь, ничего не загорелось. Карлос, пожарник, спасатель. Как из трубы. Да, дымок из всех щелей валит. Думаю, теперь там кусаться никто не будет. Такая дезинфекция получилась. Вот желудепад начался. Только что прилетело прямо по голове. И так больно, наверное, свысока летел гад. Сегодня мне нужно быть в городе к обеду. И у меня есть пару часов до выхода. Да что ж такое? Бомбардировка. В общем, сейчас мне нужно сделать черенок для лопаты. Не очень, конечно, ровная, но зато сухая и достаточно крепкая, как мне кажется. Не хочется резать живое дерево. Есть ровные и из орешника, и клиночки ровные. Я даже не знаю, какое нужно дерево для черенка. Ну вот, по-моему, отлично. Ну все, лопата готова. Хоть с виду такая кривенькая, косенькая. Но такое ощущение, что сделана прямо под меня. Так она эргономично изогнута. Очень удобно держать. Ну ладно, хорошая лопата — это, конечно, залог успеха. Главное, чтобы спина не подвела. Ну что, идемте попробуем. Вернее, я попробую покопать, а вы посмотрите. Чуть не упал с пригорка. Так, откуда начну? Отсюда начну. Бери лопату, давай, не стесняйся. Хорошая, легкая, удобная, но не очень крепкая. Совсем недолго я и поработал. Попался корешок, но я так по привычке, как заводским черенком надавил. Хотя и заводские часто ломаются. В общем, придется сейчас переделать. Что, зря я на тебя наговаривал, да? Да, мясо из баночки ты повеселее лопаешь. Карлос на меня ругался за то, что я
на него наговаривал, что он стащил эти косточки. А я их, оказывается, спрятал в ведро и закрыл, чтобы он их не достал. Так что, пардон, Карлос. Ну что, дубль 2. Сделал из того же черенка. Немного укоротил. Стало еще удобнее. Потому что явно было немного длинновато. Вот. Ну, на самом деле, не так уж просто найти ровненький такой черенок в лесу. А живое жалко пока резать. В общем, попробую еще разочек из этого. Ну что, там, где грунт насыпной, там, где я засыпал, когда строил землянку, там легко копается, там ни корешков, ничего нету. А чуть в стороне уже сложнее, там, где грунт слежавшийся. Мне-то нужно копать теперь пошире. Это когда строения не было. Я копал, как выкопал, потом поставил столбы и оставил расстояние, чтобы забросать бревнами. И потом небольшой промежуток был, чтобы засыпать землей. Но теперь-то конструкцию я хочу оставить, и выкопать мне нужно хотя бы полметра, ну или там сантиметров 60, чтобы я пролез стоя. Мне же копать на высоту своего роста. Вот. Так что все будет не так просто и быстро, но я продолжаю. Главное, чтобы спина не подвела. Я решил, что саморезом ослабляю черенок, закручивая. И чтобы не ломался, забил ее так об бревно хорошенько. Ну, вроде как не ломается, зато начал слетать. Нужно будет все-таки прикрутить. Вот. Времени уже у меня осталось мало, нужно собираться и выходить. Я еще планировал, в общем-то, домой совсем налегке, без рыбы, без инструментов. Будет рюкзак практически пустой. Хочу собрать весь мусор, который у меня остался. У меня немного, я в основном забираю все банки. Вот. Но по дороге часто встречается. Поэтому сегодня возьму мешочек и по дороге домой пособираю мусор. В общем, уже время. Надо бежать, а то ничего не успею. Вот такая кастрюлька у меня есть. Она дырявая, тоже нашел я в лесу. И хранил в ней разные мелочи. Гвозди, саморезы. Но сейчас заберу ее с собой, сложу всякие банки, склянки, мусор, который найду по дороге, и у себя что найду, и отнесу в город и выброшу в мусор. Ну а по дороге, особенно в береговой зоне, чаще попадается пластиковый мусор. И для него у меня есть небольшой сахарный мешочек. Все, погнали? Ну пошли. Побежали. Да. Погнали. Давай, вперед. Друзья, только что посмотрел на часы и понял, что уже сильно опаздываю. Поэтому за фотоловушкой сегодня заходить не буду. Заберу в следующий раз. А с вами на этом буду прощаться. Всем мира, добра, здоровья. До встречи в следующих видео. Пока-пока.